Доброе утро. Привет, привет. У тебя утро, у нас вечер. Да, очень рад видеть, слышать. Я тоже очень рад. Как дела, как настроение? Ой, настроение прекрасное, калифорнийское. Все читаем новости про забастовку. Мгм. Гильдия актеров и гильдия продюсеров, в общем, жизнь бьет ключом. Супер. А кто там чем недоволен-то? Что случилось? Но сейчас интересная такая ситуация произошла впервые с 1960 года, когда вместе сразу две гильдии, это гильдия сценаристов WGA, Writers Guild Association, и SAG-AFTRA, это актерская гильдия, вместе противостоят студиям с различными требованиями. И, кстати, одни из требований посвящены искусственному интеллекту, развитием искусственного интеллекта, потому что все очень обеспокоены появлением и развитием этих технологий. Ничего себе, вот это да, то есть Терминатор в действии это действительно какая-то сейчас актуальная очень история получается. Ну, как бы насколько там Skynet захочет нас уничтожить, это пока маловероятно. Но то, что хочет оставить многих без работы, это 100%. Да, я понял. Егор, ну давай поговорим о тебе, собственно. Да, ты Да. прям в самом Голливуде сейчас находишься непосредственно, на фабрике грез. Ну, да, я живу последние 5 лет и работаю в индустрии кино здесь, в Америке. Занимаюсь развитием. Второй год мы занимаемся развитием своей компании вместе с моим другом и партнером Владимиром Нефедовым. В прошлом году вот сделали большой проект со Шварценеггером, с Милой Йовович. Это был такой короткометражный рекламный фильм для компании World of Tanks. И параллельно я здесь еще снимаюсь как актер. Вот 2 года подряд работал над сериалом HBO Winning Time, где главную роль Адриан Броуди играет. Down to the set. Oh, yeah. Look, here we go. Here we go. That's it. The whole night. The whole night. They do me doing that. Watch out. Watch out. И периодически езжу в Россию, тоже делаю какие-то проекты. Сейчас в связи со всеми событиями немножко сложнее все становится, в первую очередь, там связано там, с перелетами, ну, какие-то бытовые такие вопросы. Но вот в данный момент сейчас заканчиваю как режиссер один документальный фильм, который мы делаем совместно с платформой «Премьер». Мгм. И это телеканал «Пятница», там генеральный продюсер Николай Картози, очень талантливый продюсер. И вот мы делаем большой документальный фильм про котов. Это будет документальный фильм с одним из самых больших бюджетов, который вот выйдет уже буквально в ближайшее время. Я думаю, что и на фестивалях появится, и на платформе «Премьер», и на телеканале «Пятница». Ну вот если так в двух словах, чем я занимаюсь профессионально последние годы и Про, последнее время. про котов. Именно про котов, да. То есть мы собрали различные уникальные истории, а, скажем, это, ну, истории людей, но связанные с их домашними питомцами, кошками и Мгм. котами. Да, то есть у нас один из героев, он вместе со своим котом угонял самолет. Одна героиня стала одной из самых популярных в ТикТоке, там у нее там 20 миллионов подписчиков. Ей неожиданно подарили этого кота, и она просто благодаря ему там озолотилась и обрела интереснейшую работу. Также мы снимали про одного героя-врача уникального, который в Новосибирске делает бионических котов. Ну, в общем, такие вертикальные истории очень классные. Коснулись темы отношения религии к котам. И это будет большое документальное кино. Оно выйдет вот очень скоро. И это вот последние 1,5 года, чем я занимался именно как режиссер. Потому что я, работая в Америке, здесь, в Голливуде особенно, выработал для себя такую формулу, что если ты работаешь в творческой индустрии, а особенно, тем более в Америке, нужно всегда как бы, чтобы у тебя были какие-то смежные профессии, ну, потому что и зарабатывать как-то Мгм. надо и прочее. Поэтому в основном я занимаюсь режиссурой, продюсированием,
актерской профессии, но вообще в кино начинал как режиссер монтажа, поэтому, в принципе, я себя достаточно на разных позициях пробовал и пробую, и продолжаю, и мне это нравится. Хотя некоторые против этого говорят, что надо прям выбрать одну профессию, точно в ней бить. Я сторонник другой теории. Ну, а скажи, вот в России, да, актеру, особенно актеру-мужчине, очень сложно. Если он ставит себе задачу зарабатывать только актерским ремеслом, да, то он очень быстро должен стать звездой, чтобы какие-то хотя бы приличные деньги получать и иметь возможность содержать себя, хотя бы себя одного даже, да. В Голливуде такая же история. Я вообще могу сказать, что вот, допустим, мы, если будем говорить про гильдию САГ-автора, которая включает в себя около 160 тысяч человек, по большому счету артисты — это бедные люди. То есть у нас всегда Мгм. складывается такой образ, что там, не знаю, там Брэд Питт, Джонни Депп, какие-то миллионные, но на самом деле это 0,01%. И вот сейчас как раз, когда идет вот эта забастовка, и президент гильдии рассказывает, что у многих артистов, которые профессионально занимаются этой работой здесь в Голливуде, у них на самом деле накопление там не больше $500 на черный день. С ума А сойти. учитывая, что сейчас, Мгм. да, учитывая, что ситуация усугубляется, то, безусловно, проблема налицо. А это она говорит только за за те 160 тысяч, которые представляет этот профсоюз. А сколько еще этих артистов здесь в Америке вне профсоюза, поэтому на самом деле то, что, допустим, у нас там в России говорят, что действительно надо ставить самые высокие цели, потому что либо так, Мгм. либо прожить будет очень сложно, ну, и либо ты просто будешь разочаровываться в этой профессии, а зачем ей заниматься, если ты в ней разочаруешься. Да, ну расскажи, пожалуйста, как строился твой путь? Вообще, откуда у тебя появилась идея прорваться в Голливуд, да, и как, то есть ты с детства об этом мечтал, быть голливудским актером. Я знаю, что у тебя баскетбольная карьера была достаточно успешная до движения вверх. Я вырос вообще в такой творческой семье, в творческо-спортивной, я даже сказал, потому что моя бабушка, она Галина Клементьевна Макарова, это, народная актриса Советского Союза, все ее знают по фильмам «Вдовы», «Белые розы» и многие другие. Этого вам не понять, на выпечку всегда не хватает. Ну да ладно, договорились, коза за рубль. О! Люди вы теперь знаменитые, надо уважить. Вот это Так и другое надо. дело. Не обижайся. Коза за рубль. Справедливости надо. Был бы ты хороший мужик, Гриша, починил бы нам крышу. Да ее всю выбросить надо. Выбросить какой быстрый. Ты почини. Чем? Фанерками, толью. Кусочками. Ну это можно. Обойдется это в 2 полбанки. Это за 7-то рублей. Мама у меня много лет проработала сначала телеведущей, потом режиссером на телевидении. Папа актер, дедушка тоже актер, вот Галины Клементьевны Макаровой, супруг, они в Купаловском театре в Минске проработали. Но все всегда увлекались спортом. Мама у меня была в сборной по легкой атлетике и прочее. Я на самом деле не собирался связывать свою судьбу с кинематографом. Я одно время увлекся очень сначала легкой атлетикой, потом баскетболом и выступал в чемпионате Беларуси по баскетболу. Но судьба так сложилась, что я сломал 2 раза ногу и пришлось завязывать с баскетболом. Но я уже к тому моменту начал потихонечку себя пробовать на телевидении в качестве монтажера. То есть я просто монтировал новости. Ну, как просто. На тот момент это было целое испытание, чтобы пройти, научиться. Это 2003 год, то есть это 20 лет назад было. Тогда только начался появляться нелинейный монтаж. Я даже еще пробовал еще монтировать на бетакамах, но тогда появились вот эти уже программные обеспечения в виде там премьера. И я начал свою карьеру на телевидении. Потом немножко пробовал разные профессии, режиссер в прямом эфире работал. И потом перебрался в Москву, тоже работал на телевидении. Мы открывали первый HD-телеканал, назывался «Эксперт ТВ». Первый широко... Ну, такой журнал еще выходил, «Русский репортер», «Эксперт». Это большой медиахолдинг такой был. И я перебрался туда в качестве режиссера. И потом мой друг Дмитрий Бежин, с кем мы организовали кинокомпанию в Москве, она по сегодняшний день работает, «Кедр» называется, потому что Климович город, Дмитрий Рубежин. Но я сейчас к ней уже отношения не имею, потому что я в Америке развиваюсь, но компания успешно, Дима ей управляет и занимается в Москве. И вот Дима как раз, мой партнер, он впервые мне сказал: Егор, а не хочешь в кино попробовать? И договорился, там, меня взяли работать на площадку
с Владимиром Янковским, с режиссером таким, монтировать сериал «Месть» в качестве режиссера монтажа. Ну и вот так вот начался мой путь в кинематографе, если так вкратце. Понятно. А ты прошел этапы вот эти, когда люди снимаются в довольно малобюджетных историях, в сериалах «След», «Гадалка», «Слепая», ну там, знаешь, как надо же себя как-то почувствовать в профессии, так сказать. Я актерскую профессию начал пробовать совершенно случайно, потому что я в кино попал на, скажем так, моя первая профессия — это режиссер монтажа. Это на самом деле одна из таких очень важных творческих профессий в кино. И вообще в Безусловно, Голливуде вообще согласен. Мгм. Да, и вообще в Голливуде вот эта вот прослойка режиссеров монтажа, это считается такой голливудской интеллектуальной элитой. Ну, я не про себя говорю, а в принципе какое отношение в Голливуде к режиссерам монтажа. Потому что они работают с разными режиссерами и накапливают этот опыт. А режиссеры-то между режиссерами своими какими-то идеями не делятся, а с режиссером монтажа ты голый, ты должен открыться ему. И, соответственно, режиссеры монтажа накапливают вот этот, ну, вот этот такой потенциал очень важный, интеллектуальный. И если возвращаясь к кинематографу, то я свои первые там какие-то актерские работы, у меня никогда задачи такой не стояла, это все само собой как-то получалось. Мы работали на сериале «Земский доктор» с Александром Ильичем Павловским. Он в свое время, если помните, была такая картина, называлась «Зеленый фургон», где еще молодой Харатьян был. Да. Да, Александр Ильич Павловский, он однокурсник Никиты Михалкова, они вот вдвоем получили дипломы из там, всей группы режиссеров-постановщиков. И, кстати, в свое время Александр Ильич Павловский еще открыл Владимира Меньшова. На тот момент еще Владимир Меньшов вообще работал грузчиком, его никуда не брали ни сниматься, ни снимать. И вот он впервые свою работу актерскую выполнил у Павловского в фильме «Веселый Кукушкин». Ее, кстати, можно найти в Ютубе, посмотреть. Первая роль Владимира Меньшова. Судьба человека в его руках, граждане! И на тот момент, представляете, Владимир Меньшов грузчик, а через 7 лет он получает «Оскар» за «Москва слезам не верит». Да, Так вот, такая вот связь поколений. Кстати, с Владимиром Меньшовым мы тоже работали. И вот как раз возвращаясь именно к режиссеру Александру Ильичу Павловскому, находясь на съемочной площадке, мы сделали много сезонов такого симпатичного сериала, который назывался «Земский доктор». Ольга Будина в главных ролях. Он на одно время был один из самых популярных на телеканале «Россия». Ну и как съемочный процесс там? Какой-то артист не приехал, не доехал, что-то с ним случилось. И Александр Ильич Павловский говорит: Егор, иди, будешь грузчика играть. И вот так вот началась моя актерская карьера. То есть я не ставил никакие цели. И потом где-то здесь позвали, где-то здесь. А это очень такая частая практика, когда кого-то из съемочной группы берут сниматься. И вот так вот как-то потихонечку я такой: ой, а мне нравится. И начал себя пробовать. Хотя никогда актерского образования такого прям профессионального, как классического, как у нас принято в России, я не получал, но больше всегда практика, практика, практика. И потом, спустя какое-то время, искали много там ребят, необходимы были ребята высокие, и особенно с возможностью играть в баскетбол. Поскольку у меня был баскетбольный бэкграунд, меня утвердили на роль Александра Волошева в «Движение вверх». Волошев Александр, Дворный Иван. Молодец! Палаш! Не хулигань! Без глупых фолов. Сейчас все фолы пробиваются, понятно? Пошли! Куда? Под язык! И мы поехали в Америку снимать. И один из ребят, который играл в американской сборной, Стоу его зовут, темнокожий парень такой, сказал: Егор, ну если ты хочешь серьезно заниматься кинокарьерой, там, неважно, режиссером, актером, продюсером, ну, надо заниматься в Голливуде, потому что здесь собраны все таланты, здесь самая большая конкуренция, самые большие возможности. И вот так у меня зародилась идея переезда. Я тут же на следующий год поехал снимать свой документальный фильм про Олега Токтарова, над которым мы до сих пор работаем, про моего друга. I put it on the television screen, and I'm looking at these training Spetsnaz, Special Forces.
I was lucky. I was in the right place at the right time, but I had the right plan. Tank Abbott, Oleg Tektarov. Oliver Stone, he's one of the great filmmakers ever. That changed my career. I first met Oleg when we were doing a movie called Predator. I was in combat. И уже снимал свой фильм. Встречался здесь с Дэнни Трехо, если помните, «Мачете». Это мачете. Да. Он, кстати, да. И он, кстати, когда мы записывали с ним интервью, передавал привет. Он знал, что группа приехала из России, постоянно передавал привет Андрону Кончаловскому, потому что своей кинокарьерой, я не знаю, кто-то знает или нет, он случайно оказался на площадке у Андрона Кончаловского, и, в принципе, Андрон Кончаловский дал путь такому известному артисту, как Дэнни Трехо. То есть впервые он у него снялся. Мы думали, это был Родригес или Тарантино, да? Нет. В итоге Кончаловский. С ума сойти, вот это новости. То есть российские дешевые сериалы тебя оставили стороной, и ты сразу поехал туда. Но там, как ты поехал туда? У тебя же, наверное, не было в кармане $1 миллион, чтобы приехать и распоряжаться собой, да. Ну, я могу сказать, что, во-первых, мы когда в России вот открыли нашу кинокомпанию, сначала занимались постпродакшеном, мы, в принципе, достаточно неплохо зарабатывали, потому что мы и сами делали монтаж, и какие-то проекты сначала брали в постпродакшн, а потом и в продакшн. То есть, на самом деле, я вот этому периоду жизни в Москве, в России очень благодарен, потому что, во-первых, была возможность пробовать себя в разных профессиях, развиваться, что не так-то, кстати, и просто. И у меня, кстати, была идея уехать вообще в Штаты еще в студенческие годы, но мне не открыли визу. И я вот на самом деле так немножко анализируя, думаю, что даже и правильно, что так произошло, потому что благодаря тому, что я в Минске, когда рос на телевидении, мне давали пробовать, то есть как бы вот наши эти родные страны давали возможность тебе развиваться. И, возможно, если бы я уехал таким зеленым парнем в Америку раньше, у меня бы и не было таких профессиональных навыков. Поэтому, в принципе, когда я уезжал в Америку, все было достаточно банально. Я там продал свой автомобиль, у меня на тот момент был неплохой автомобиль, BMW 5 серии, такой модный, мы тогда были молодые ребята, почему-то в тот момент об этом беспокоились, сейчас меня об этом уже абсолютно... Эти вопросы не беспокоят, но в юности все хотят ездить на красивой машине и прочее. Вот я продал этот автомобиль, и, в принципе, это были мои такие первые инвестиции по переезду в Соединенные Штаты Америки. Да, и переехав в Америку, здесь, безусловно, жизнь очень дорогая. И я много раз наблюдал, когда люди сюда приезжают и с $1 миллионами, и они у них заканчиваются. Это я не утрирую ни в коем степени. То есть, возможно, даже с маленькой суммой приехать лучше, чем с большой. Потому что, когда ты с маленькой, тебе как бы, что называется, тебе нечего терять. А я очень много видел примеров, когда люди приезжают, у них там, в запасе есть несколько $1 миллионов, они тут же, надо дом купить, надо это, то, а потом эти платежи, а заработков этих нету, и они фактически буквально год, два, три становятся банкротами и просто либо вынуждены уехать, либо еще что-то. Поэтому у меня как бы и с одной стороны не было такой ситуации, как многие рассказывают, что у меня там, я уехал с $200 в кармане, но и $1 миллион у меня тоже как бы не было. Но, безусловно, деньги улетали очень быстро, и уже у меня еще были какие-то российские проекты, я заканчивал там, вел их там как продюсер постпродакшена, как режиссер монтажа, то есть было, в принципе, чем заниматься. И спустя некоторое время мне поступило предложение смонтировать трейлер для одного из фильмов, где принимал участие Оливер Стоун. Так совершенно случайно получилось. Позвонил друг, говорит, вот там нужен человек, срочно нужно было смонтировать трейлер. Благодаря этому трейлеру проект сдвинулся дальше, и я, соответственно, уже получил контракт, и мы работали здесь. Я работал как наемный сотрудник в одной компании. Мы делали документальные фильмы, где одним из главных действующих лиц был Оливер Стоун. То есть вот один из крайних проектов, который мы сделали, это интервью Оливера Стоуна с Нурсултаном Назарбаевым. То есть я принимал участие в съемочном процессе и фактически занимался режиссурой на монтаже, потому что в документалистике очень много режиссуры уходит в монтаж. Но после этого, поскольку очень много эти проекты были связаны с различными политическими вопросами, я больше хотел заниматься искусством, поэтому я перестал работать в этой компании, и как раз вот мы с другом, с Владимиром Нефедовым, с очень талантливым продюсером, у него сейчас одна из компаний тоже в Польше он развивает,
мы открыли продакшн, который сейчас развиваем. Но это так, если в двух словах, как судьба моя складывалась. То есть я правильно понял, история произошла такая, что Оливеру Стоуну показали, как ты сделал трейлер, и он сказал, этот парень крут, я хочу с ним работать. Да, То есть это практически и есть американская мечта, да? Которая, как ты говоришь, исполнилась достаточно случайно. Просто нужен был человек, чтобы собрать трейлер, ничего такого. Но, опять же, я не люблю много там про себя рассказывать. Я просто хочу сказать, что если у кого-то есть там какая-то мечта переезжать там в Америку и продолжать свою карьеру в Голливуде, потому что у меня всегда было такое отношение, что, ну, даже если не получится, я всегда там вернусь, не знаю, там, в родную Москву, в родной Минск и продолжу там свою карьеру. Но, по крайней мере, когда мне будет там 70 лет, я буду перед собой честен. И я приехал, и вот именно навык монтажа меня, конечно, выручает, потому что очень многие ребята, которые сюда перебираются, режиссеры, актеры, конечно, колоссально сложно пробиться. Но когда у тебя есть какой-то технический навык, ты там оператор-постановщик, еще что-то, ну, вот руками ты что-то, вот я могу кино смонтировать, я могу сесть за компьютер и смонтировать кино. Конечно, такие навыки, они всегда очень здесь ценятся и помогают. И это дает тебе возможность как бы, ну, не сидеть совсем уж без работы, что называется. Потому что ребята очень часто, особенно артисты, приезжают, сейчас я вступлю в профсоюз, сейчас я вступлю, там, найду агента, менеджера. Получу рабочую визу. Вот, да, вот никто, получил рабочую визу, ну, кстати, это плюс вообще. И я, кстати, вот сейчас тоже мы разговаривали на этот счет, я, в принципе, видел, что очень многим ребятам нужна вот эта вот поддержка. Я запустил сейчас свою онлайн-школу, и как раз мы вот в Zoom проводим, у меня сейчас вот вторая группа, я как раз рассказываю ребятам, что, ребята, получайте смежные профессии, обучитесь монтажу, на самом деле базовые какие-то навыки вы можете получить там за полгода. Актерскую профессию вы тоже можете использовать для коммуникации, если вы режиссер, продюсер, и практики английского языка. То есть не значит, что надо обязательно ставить цели там, получить там Оскар. И то есть я вот пытаюсь их как бы говорить, что если вы хотите работать в кино, надо быть полипрофессионалом. И если вы откроете IMDb любого известного артиста, не знаю, Анджелина Джоли, там, кого угодно там, да, вы увидите, что они все и продюсируют, и режиссируют, и актерствуют. И это абсолютно нормальная практика, когда ты работаешь в американском кинематографе. У нас же наоборот, если ты там артист, а что это ты полез там продюсированием заниматься? Да какой с него там режиссер? Ну, постоянно вот эта вот атмосфера как бы такого хейта присутствует. И здесь же наоборот как бы абсолютно нормальная история. Я вот сейчас работал с ребятами на том же Winning Time. Они сериал могут снять как режиссер, и сыграть там же роль, и где-то спродюсировать, и какой-то документальный фильм снять. То есть они себя пробуют. Почему нет? Ну, то есть, и вот как раз я ребятам вот набрал пару небольших групп, и как раз вот я их пытаюсь до них эту информацию донести. На самом деле, вот работы, что мне нравится еще, чем мне нравится заниматься профессией в Голливуде, тем, что она тебя учит ремеслу какому-то, да, то есть вот как должно быть правильно. Хотя на самом деле я понимаю, что у нас очень много и талантливых, и режиссеров, и сценаристов, и продюсеров, но зачастую кино это, как бы банально это ни звучало, это деньги. Если ты хочешь снять хороший фильм, тебе нужны деньги. Во-первых, даже когда ты людям платишь хорошую зарплату, они с другим настроением относятся. А когда они, ну, вот этот принцип есть, да, если вы думаете, что вы мне платите, тогда думаете, что я как бы работаю, да. Поэтому, безусловно, у нас безумное количество талантливых людей. И вот опять же, там, возвращаясь недавно, мы проводили встречу с Дмитрием Иосифовым. Это наш один из сейчас самых таких выдающихся кинорежиссеров, который делает потрясающие проекты. Вот мы с ним, он меня брал на свои проекты, мы делали «Уходящую натуру», «Лето волков». И я понимаю, что я вот более талантливого режиссера по работе с артистами даже в Голливуде здесь не встречал. Что говорит о том, что просто это зависит от того, просто, ну, в какой-то системе как бы там пребываешь, да. Но не надо там думать, что здесь все такие прям, все такие большие таланты, все такие суперобразованные и прочее. Нет, просто здесь индустрия, гораздо больше денег, у них есть возможность за счет финансов делать более качественно эту работу. Скажи, пожалуйста, а бывали у тебя в актерской деятельности уже там в Голливуде неудачные кастинги? Слушайте, да, я еще раз говорю, я вот, допустим, у меня отношение такое, да, поскольку я там не профессиональный актер, я не ставлю там себе задачи, я к этой профессии так отношусь, что называется, ну, как развлечение, отдохнуть от своей основной работы, потому что все равно
своей основной профессии. Я считаю, это режиссура и продюсирование. Поэтому, ну, я думаю, что каждый кастинг, когда тебя не утвердили, неудачный, наверное. Ну, мне так кажется, да. Но чтобы такого, что я там испытывал какую-то бурю негативных эмоций, я вот пришел на кастинг. И, кстати, я бы всем артистам также тоже советовал бы, что к этой профессии надо относиться легко. Потому что очень многие артисты, они вот как старик и море, да, то есть там вот этот вот такой трагический стоицизм, то есть он поймал эту рыбу, ее уже обглодали там все эти акулы, он все, нет, я вот буду, И вот когда ты с такой энергией подходишь, очень часто не получается. То есть эта профессия, она должна как бы вот, оно как само собой, как маятник такой, все пошло и поехало, да. Поэтому я считаю, что к ней надо относиться легко, и опять же, отвечая на этот вопрос, у меня нет такого неудачного кастинга. Ну, потому что, ну, не утвердили, ну, я лишний раз попрактиковался, лишний раз помечтал о том, что там сейчас утвердят куда-то. Но, опять же, я был здесь уже и на больших съемочных площадках в качестве артиста, и в прошлом году снимался «White Man Can Jump». Это ремейк фильма «Белые не умеют прыгать». В 90-е такой выходил с Вуди Харрельсоном, с Уэсли Снайпсом. Я видел, как работает Эдриан Броуди, мы вместе с ним в одной сцене были. Winning Time — это самый молодой артист, который получил Оскар за фильм Романа Полански «Пианист». Поэтому я иногда оказываюсь на съемочной площадке не потому, что я там все говорю: «Егор, ты должен Оскар там выиграть». Нет, я потому что просто я испытываю от этого процесса удовольствие. Я получаю контакты. Опять же, поскольку я занимаюсь продюсированием, я всегда, для меня нахождение в качестве актера на съемочной площадке — это как такой кинокурс, да, то есть я смотрю, как большие продакшены, которые работают там для HBO, для Netflix, для всего остального, как у них организован съемочный процесс. И это очень интересно, потому что у нас вот на 99% в наших странах съемочный процесс, особенно если кино, сериал, это преодоление. Кто-то кого-то материт, кто-то чем-то недоволен, кто-то куда-то опаздывает. Везде какая-то боль. Кстати, в моем фильме про котов это тоже там в конце фильма мы эту мысль вообще выводим. Кто-то с кем-то продюсер ругается там по переработкам, кто-то кого-то там на деньги кинул, хотя здесь тоже куча всяких там мошенников есть и прочее. Если ты оказываешься в Голливуде на большом продакшене, на большой съемочной площадке, они знают, что им тяжело приходится работать там 12 часов. Первый момент. Каждый работает на 10-15% больше, чем от него ожидают. То есть не на 100%, а на 115%. И все постоянно поддерживают какой-то позитив на съемочной площадке. То есть они радуются каким-то там, ну, простой кадр элементарно сняли какой-то. Вот я недавно в рекламе снимался, я там на крупном плане пиццу брал. Я взял эту пиццу, там что-то откусил там. И все: «Боже, как ты это гениально сделал!» Я говорю: «Вы что, все идиоты? Я всего лишь пиццу из коров». Но у них вот этот вот такой energy giver, да, когда заряд энергии там съемочной группы присутствует повсеместно. И они маленькие такие фишки постоянно придумывают. Ездит какой-нибудь, есть такая позиция PA, да, personal assistant. Он ездит, и у него такие эти маленькие рюмочки, ginger, там, ale, ну, безалкогольные, с этим. Пиво. Нет, это даже не пиво, имбирный напиток такой, газированный. И он немножко бодрит тебя. И вот они на съемочной площадке к тебе подъедут и говорят: «Хотите вот этот там джинджер там выпить, шот там?» Ты выпиваешь, и вроде какая-то мелочь, а тебя уже вот там на час энергии какой-то зарядили. Я помню, очень интересная история была. «White Man Can Jump». Мы там играли в баскетбол тоже. Большой проект этот был, он на Hulu сейчас выходил. И перед кадром ты вот сидишь, ждешь, там что-то засыпаешь, ждешь. А тебе сейчас надо в кадр. И к тебе подходит тоже ассистент и говорит: «Вот вам там фреш от продакшена». И у тебя сразу какое-то такое настроение, потому что каждому человеку важно внимание. И вот тебе чуть-чуть уделили, оно вроде такое элементарное, а ты в кадр уже вошел как бы заряженный. Там, я не знаю, я вот тоже помню, я, кстати, на наших съемочных площадках это практикую, когда мы продюсируем наши проекты. Они очень, я вот тоже подсмотрел, это на HBO было, на Winning Time, они в начале съемочного дня ходит ассистент и раздает всем лотерейные билетики. И в конце съемочного дня, когда уже все как бы устали, все уже хотят там домой, там, да, там как шахтеры, они говорят: «Ребят, там все, там этот wrap, да, значит, смена окончена». И говорят: «А сейчас мы разыгрываем лотерею». И они в конце смены разыгрывают лотерею, чтобы человек со съемочного дня ушел в хорошем настроении, чтобы он хотел на следующий день вернуться
маленький такой аттракцион. И все вот из этих вот мелочей, вот этот вот Energy Gear, я всегда и в команде нашей стараюсь так, чтобы было там тоже организовано. Конечно, вот эти моменты, когда ты подсматриваешь, как Голливуд устроен, но опять же, это все всегда очень часто упирается в деньги. Можно его на это устраивать, но, к сожалению, кино это дорого. Но у нас тоже есть свой Energy Given. У нас, например, вот на площадке, где я работаю, принято, если переработка, привозить колбасу. То есть батон и колбасу. Тоже заряжает очень. Нет, так у нас вообще киноиндустрия там развивается. Я вот со своим другом там, с Димой Рудовским, это вот партнер Федора Бондарчука, Part Pictures, который делал и «Девятую роту», там, и там «Духлес», и многие другие проекты. Буквально вот вчера мы с ним разговаривали по телефону, а я как раз ездил, сдавал свой костюм. Я тут пробовался на роль на одну большую, на главную, и сдавал костюм, и говорю: Дим, ну ты посмотри, какая вот в Голливуде костюмерная. Приехал, тебе тут же этот век, этот выдали, этот. Егор, ты просто уже что-то в Америке подзавис, ты, говорит, заедь на Мосфильм, посмотри, какой там сейчас костюмерную реквизит открыли. Поэтому у нас тоже все развивается. Это хорошо, я рад за это. Ну, давай поговорим о том, что Голливуд в представлении всех, да, это бесконечный праздник, вечеринки Гэтсби и актеры с миллионными гонорарами, которые ходят по той же улице, что и ты, проходят мимо тебя и здороваются. Вот насколько такой имидж, да, Голливуда, он действительно оправдан? Ну, мне больше нравится, звучит достаточно жестко, но мне очень нравится это высказывание Оливера Стоуна, с кем довелось работать, который сказал, что Голливуд — это старая проститутка, на которой рождаются и умирают молодые души. Я скорее... Ничего себе, это глубоко, это жестко, но глубоко, правда. Да, поэтому у меня скорее, ну, опять же, я все равно как бы скорее оптимист, чем пессимист, да, то есть стакан наполовину там полон, да, или как в анекдоте говорят: у меня была живая лошадка, но она убежала, да, когда... Да, я скорее склонен к этой формулировке, тем более, что я вот вчера буквально тоже ребятам на онлайн-курсе рассказывал, что здесь есть ломбард в Голливуде, который уже достаточно много лет держит один еврейский малый, такой целой семьей, у них семейный бизнес. Если зайти в этот ломбард, то там прям на верхней полке можно увидеть 10 Оскаров, которые сдали в ломбард. И вот эта вот трагедия, конечно, рядом с большим успехом всегда сопутствует и большая трагедия. И, кстати, стоимость вот этих статуэток, насколько я знаю, которые сдают ломбард, где-то порядка 70 тысяч долларов. Ну, то есть ты приходишь и рассказываешь: вот у меня такая трагическая история, я когда-то там выиграл Оскар, а сейчас мне там не на что очень есть там, и деньги, прочее. Да. Очень нужны деньги. Если ты с красивой историей придешь, то он... Ну, и он как-то старается не продавать эти статуэтки, то есть он все-таки верит, что люди как-то найдут возможность вернуть их себе. И, кстати, он в этом плане очень такой порядочный дядечка, он заклеивает имена, то есть на этом Оскаре ты никогда не знаешь, кто это сдал, и они вот здесь вот эти вот статуэтки стоят. Поэтому, ну, по-разному все бывает, и трагедия рядом с успехом, это все Голливуд, и большие взлеты, и большие падения, поэтому все очень по-разному. Ну, вообще, опять же, вот, конечно, романтика, когда ты здесь находишься, романтика улетает, особенно в первую очередь, когда ты оказываешься на Голливуд-бульваре, потому что я помню, я с такой страстью хотел туда попасть, а на самом деле это очень такое маргинальное место. Ну, если сравнивать, да, то есть там очень много бомжей, сумасшедших, грязных, а вообще после полуночи превращается вообще в такой Готэм-Сити, где ходят драг-дилеры, какие-то девушки с низкой социальной ответственностью и прочее. И, в общем, такое место достаточно опасное даже, в принципе, после полуночи для пребывания там. Это бульвар, на котором все хотят звезду. Это где звезды вот эти, да. Насколько мне известно, можно эту информацию в интернете поднять, что вообще, по-моему, даже надо заплатить 50 тысяч долларов. То есть есть как бы специальная организация, которая, скажем так, определяет, кому давать эти звезды или нет, и они тебе предлагают, и тебе потом еще самому надо за это заплатить 50 своих тысяч долларов, чтобы, соответственно, они все это установили. Ну, такой фи, так называемый, налог, да. Но моя любимая звезда, кстати, на Голливуд-бульваре, это единственная звезда, которая не находится на тротуаре, а вмонтирована в стену, это звезда Мухаммада Али. Очень с таким большим уважением отношусь к
к этому боксеру и философу, и очень хороший документальный фильм, кстати, про него. И одной из причин, ну, он всегда такой старался быть не похожим на всех, и одна из причин, почему он разместил свою стену и сказал только на стене, а не на тротуаре, сказал, что я не хочу, чтобы по мне топтались ногами. Ничего такая себе. история интересная. Вот это круто, вот это круто. А ты общался с Оливером Стоуном как человек. Насколько это адекватный персонаж? Зазнавшийся или наоборот простой? Я даже не то, что с ним общался, у нас даже были 2 совместные командировки. Одна командировка была, это мы ездили в Италию, на Сицилию, на кинофестиваль Таурмина. И одна поездка у нас была, ну, помимо там совместной работы какой-то, и одна у нас совместная поездка, мы много времени провели в Казахстане как раз вместе с президентом Назарбаевым. Потрясающий человек, потрясающий талант у него. Мое, конечно, такое мнение, понаблюдая, ну, он же помимо художественных фильмов, он же еще очень много делает документалистики политической, да, то есть еще там со времен там, Фиделя Кастро, Уго Чавеса и прочее. Ну, в любом случае надо понимать, то есть, чтобы понять человека, надо понимать его бэкграунд, его историю, да, и тогда ты будешь с пониманием относиться к тому нарративу, который он говорит, потому что те фильмы, которые мы делали, опять же, это не мое авторское высказывание, я принимал участие, там, делал монтаж, да, то есть это не мое там изречение. Я очень во многих вещах вообще не согласен то, про что он говорит, в первую очередь, потому что мне кажется, что он, допустим, историю там, России, наших стран, он скорее... Ну, опять же, я вырос в Советском Союзе, я немножко понимаю, что это. Он не вырос в Советском Союзе, поэтому у меня понимание о наших странах гораздо... Ну, и надо пожить, опять же, там. То есть, как бы, понятно, что когда ты приезжаешь там в тот же Казахстан, я приезжаю, тебя там принимают на президентском уровне, ты находишься в некотором зазеркалье. Так вот, точно так же я считаю, что Оливер находится в некотором зазеркалье, там, посещает там наши какие-то страны там и прочее. Но, опять же, весь его нарратив исходит от его биографии. А его биография – это участие во Вьетнамской войне, да, где, по всей видимости, ну, никогда не задавал ему такой вопрос, но я предполагаю, что, наверное, людей приходилось убивать, и вообще, в принципе, какая-то травма такая присутствует, потому что человек, который, оказавшись на войне, уже никогда не будет другим. Все его фильмы, которые он там делал, да, там и «Рожденный 4 июля» и прочее, это он видел внешнюю политику Соединенных Штатов внутри, находясь во Вьетнаме. И отталкиваясь от этого, вот он как бы он уже в тот момент сформировал в себе там антагонистов, и на протяжении всего своего времени он как бы и противостоит им. И тот же фильм там JFK про убийство Кеннеди и прочее. Если когда ты знаешь его биографию, то что к нему какое отношение? К нему отношение такое, что либо гениальный режиссер, либо там с ума сошедший человек, который там, я не знаю, занимается там, я не знаю, воспеванием там диктаторов там и прочее. Но опять же, и ни в одной, и ни во второй нету как бы там правды, да, то есть надо изучить биографию человека. А мое личное к нему отношение, что он потрясающий, уникальный кинематографист. И я безумно рад, что у меня была возможность с ним пересечься на одних проектах. Я очень много для себя чего подчеркнул, и это было большое счастье. Тем более, что один из моих любимых фильмов, я такой человек поколения VHS, это вот когда кассеты вот эти были. Я такой же. Я еще старше тебя. Да, и я там пересмотрел буквально там все эти фильмы, когда они выходили. Кстати, многие не знают, как VHS расшифровывается. VHS расшифровывается как Video Home Service, да, то есть как бы видео для домашнего сервиса. Так вот, один из любимейших фильмов у меня был JFK, да, то есть «Выстрелы в Далласе», про убийство Кеннеди. 91 года фильм, который был номинирован, по-моему, на 10 номинаций в «Оскар» с Кевином Костнером. Так вот, в этом фильме показали мой родной Минск, потому что как раз Ли Харви Освальд провел время в Минске. И, конечно, увидев свой родной фильм, свой родной город в голливудском фильме, у меня фамилия Оливера Стоуна отложилась с детства. Представим ситуацию. В каком-то провинциальном городе живет талантливый парень, да, занимается он искусством и хочет стать актером в Голливуде. Распиши ему дорожную карту, как ему построить свои действия, чтобы у него хоть что-то получилось. Про то, что ему хорошо бы иметь какую-то смежную профессию,
Окей, это мы поняли. Но как физически ему действовать? Что ему потребуется сделать? Ну, а парню сколько лет, когда он принял это решение? 18. 18. Ну, могу сказать честно, как бы, что без всяких розовых очков будет все очень зависеть от того, насколько он хорошо учил язык до 18 лет вообще или нет. Потому что хорошо бы было бы, если бы все-таки он на каком-то уровне получил знание языка, да, потому что Мгм. без языка я не говорю, что невозможно, но сложнее. Но ребятам вот всем, с кем я занимаюсь, которые постоянно там говорят, вот как у меня там акцент и прочее, я говорю, ребят, вы в первую очередь получится, не получится, только Бог даст ответ на этот вопрос. Но если вы будете себе еще в голове, помимо всех проблем, которые существуют, еще вбивать себе в голову идею, что у меня акцент, ну тогда у вас точно ничего не получится. То есть к этому вопросу надо относиться так, что это не акцент, а это мои специфические речевые характеристики. Арнольд Шварценеггером, с кем мне посчастливилось в прошлом году работать, который снимался в проекте, который я продюсировал, он до сих пор с акцентом разговаривает. Ему не помешало это пробиться. И так он его и до конца и не исправил. То есть здесь вопрос на самом деле идет даже не сколько там об акценте или еще что-то, о том, личность ты или нет. То есть вот важно становиться личностью. Как это уже как бы безусловно другая вот эта тема разговора. Но, опять же, надо заниматься языком. Я вообще считаю, что сейчас в современном мире, ну, все должны, как минимум, там, молодежь, все обязательно, чтобы они изучали язык, а если хотят работать актером, работали над своим речевым аппаратом и акцентом. Почему? Потому что если у тебя хороший английский язык, если у тебя более-менее там сносный там акцент, у тебя больше вероятность получить работу. Соответственно, это Мгм. как над любым другим инструментом, надо тренироваться. Как спортсмен, там, я не знаю, который там прыгает в длину, он идет, тренируется, точно так же ты работаешь вот в этом направлении. Тогда у тебя больше шансов получать роли. Первый вариант, еще раз говорю, что это надо обязательно изучать иностранный язык. Но при этом ни в коем случае не ставить себе установку, что я там, вот, там комплекс какой-то очередной в голове себе там рисовать, что у меня акцент, ничего не получится. Мгм. Дальше, безусловно, заниматься актерской профессией. То есть это профессия, кто бы что ни говорил, она требует образования, Практики. да, то есть Образование. практики. Мгм. Ну, практики, образование, это все в сумме. То есть вообще я всегда за такую теорию, которая, мне кажется, идеальная форма. Вообще знания когда усваиваются? Первое, когда у тебя есть к ним интерес. Если интерес есть, тогда знание усваивается. И если ты подходишь к знаниям без интереса, это пустая трата времени. Это первый момент. И второй момент, классная формула от теории к практике и от практики назад к теории. Это то же самое применимо в любом деле, которым бы ты не занимался. И пробовать бесконечно. Актерская профессия, она так же, как любая профессия, требует все-таки управлять своей там, мимикой, своим внутренним состоянием и прочее. Но это уже лучше обратиться там, к книжкам Станиславского, Чехова и другие. Они Мгм. все находятся в доступе, но опять же, чтобы у человека был интерес. Ну и дальше, опять же, если человек хочет работать в американском кинематографе, тебе нужны документы, да, то есть тебе нужно, чтобы у тебя был легальный статус. Потому что Америка – это такая страна, если у тебя здесь не будет своих этих документов, там, номера социального страхования, там, рабочей визы и прочее, ты просто придешь на съемочную площадку, ты не сможешь заполнить все документы, потому что актерский рабочий день начинается с того, что ты приходишь, и ты заполняешь там всякие налоговые формы и прочее. Мгм. Для этого тебе надо иметь статус. Чтобы получить статус, это, кстати, очень хороший ход. Для всех кинематографистов есть возможность получать визы талантов. О1 она называется, и грин-карту талантов, и B1. То есть О1 и И, ну как ЕБ1, да, то есть если на наш лад, так сказать. Вся эта информация есть в интернете, как их делаются. Это надо, чтобы у тебя были какие-то успехи там на кинофестивалях, какие-то статьи о тебе и прочее. Можно начать с малого, чтобы у тебя все это было, снять свой короткометражный фильм какой-то, прокатать его по кинофестивалям, получить какие-то призы, может быть, договориться с кем-то, чтобы о тебе статью написали. То есть, как бы, процедура вся это есть, в интернете вся эта информация есть. Опять же,
можно к нам прийти на курс, мы это все там более подробно как бы расскажем, как этот процесс есть. Но самое главное, понимание должно быть у человека, что если ты работаешь в киноиндустрии, в творческой индустрии, у тебя всегда есть возможности это. Резюмирую. Язык, актерские навыки и какая-то бумажная такая рутина, чтобы ты получил документы для работы. Вот с чего бы я начал. И если тебе 18 лет, то у тебя еще вся жизнь впереди, ты можешь горы свернуть вообще, поэтому почему нет? Ну хорошо, а сколько надо в кармане иметь денег, чтобы хотя бы попробовать? Но если Или- да. говорить о финансовом вопросе, то стоимость получения вот пакета документов вот на визу талантов, вот эту О1, Мгм. она обходится где-то порядка $7 000. Ну, там, зависит, да, там, тысячи, там, 5 уходит на услуги там адвоката, плюс тебе надо перевести, плюс надо заплатить какие-то тут налоговые сборы там внутри. Короче, вот можно сказать, что О1 виза стоит $7 000. Если ты уже делаешь сразу грин-карту, это где-то будет там 12-13. Ну, я просто с прикладной точки зрения говорю. Месяц проживания в Америке, если ты один, ну, пускай ты снимешь комнату, это будет там $1000, 500 на Мгм. продукты, машина тебе в Калифорнии понадобится, ну, минимум в месяц жизни тебе будет обходиться здесь $2500, да. Но Мгм. опять же, ты приехав, вот ты, в принципе, можешь делать эти документы, ты приехав там с $3000 заранее, там, найдя на форумах, где ты там снимешь там комнату и проживание, там, и найдя машину, в принципе, ты уже в течение там 2 недель, если у тебя есть как бы человек, который тебя проконсультирует, ты можешь найти какую-нибудь подработку. Она не обязательно будет связана там с профессией и прочее, но, по крайней мере, ты сможешь заработать там своих там 2500, там $3, чтобы здесь там оплатить месяц жизни своей. Это Я по так массовкам, начинаю. а если по массовкам, вот интересная тоже история, да? Например, в России, ну, как бы тяжело прожить, если ты ходишь просто сниматься тем, чтобы посидеть в зале на шоу, к примеру, да? Я А в скажу, Штатах сколько получше? зарабатывает. Да, во-первых, я вообще хочу сказать, если вы хотите заниматься актерской профессией, здесь все должно быть степ-бай-степ. Все приезжают, сразу говорю, сейчас я вступлю в профсоюз. Чтобы в профсоюз вступить, это $3000 надо заплатить в этот САК автора. Сейчас я буду через друзей искать агентов, мне найдут там агента, и потом вроде я агента нашел, он тебе сказал, окей, хорошо, и сидишь такой на месте, как бы ждешь работы. Нет, я бы, во-первых, если бы я, допустим, переезжал, я бы заранее бы, во-первых, делал эти документы. Когда у тебя есть уже документы, ты легально можешь устраиваться. Опять же, есть онлайн-платформы, про которые, опять же, мы, допустим, там рассказываем, где ты можешь создать свою анкету, и тебе будут приходить уже кастинги. И заработная плата артистов там массовых сцен, ничего плохого в этом нет, потому что, первое, ты, допустим, приходишь, у тебя практика английского языка, у тебя связи, да даже элементарно, ты пришел, ты хотя бы просто изучишь, как там первые эти документы оформлять, да, вот эти всякие там налоговые формы там и Мгм. прочее. Как правило, минимальная заработная плата в Калифорнии – это $14. Но В час. ее практически в час, ее практически Мгм. никому не платят, в основном платят в районе $20 там актерам массовых сцен. То есть ты за один рабочий день, в принципе, можешь заработать там $160-200. Опять же, если у тебя есть какой-то экстра талант, я не знаю, на фано ты можешь там играть, тебе могут уже заплатить там 250, 300 и прочее. Дальше уже зависит от того, ну, как ты будешь где сниматься. То есть вот у меня, допустим, самые такие большие заработки, которые здесь были. Я снимался в рекламе, мне за один съемочный день платили $10 000. То О, есть, в принципе, ты уже можешь хорошо. такие заплатить, да. И поэтому, в принципе, но опять же, рассчитывать на то, что ты приедешь, и ты будешь только заниматься актерством, пускай ходить там, допустим, там бэкграунд, и там, и они, кстати, вот у нас называется массовка, а здесь они детерминируют. То есть есть бэкграунд, есть экстра. Экстра Мгм. это чуть ближе, как бы, да, то есть это так уже где-то ты там промелькнешь, а бэкграунд это совсем-совсем. Мгм. Но опять же, вот если говорить на данный момент, сейчас вообще все очень сложно. Я не говорю, что сложно, вот в данный момент все стоит как бы на месте по причине вот этой забастовки. Потому что все большие проекты стоят, соответственно, они не снимаются. И, кстати, один из таких очень ключевых моментов, что студии, которые сейчас вступили в спор с профсоюзами сценаристов и актерским профсоюзом, они сейчас сделали предложение, что давайте мы вообще один раз отснимем актеров массовых сцен, а потом дальше при помощи искусственного интеллекта будем это бесконечно множить, множить, множить. И это, кстати, один из пунктов, из-за которого вошли в конфликт профсоюз актеров
И потому что они тоже контролируют вот этих ребят, кто в бэкграунд снимается экстра. И сейчас поэтому бизнес меняется очень сильно. И как он будет меняться, то есть то, что я сейчас рассказываю, это как было. Но с появлением искусственного интеллекта будет меняться все очень сильно. Могут ли они договориться урегулировать это? Потому что сценаристы, у них один из пунктов, почему они тоже не могут договориться со студиями, это один из пунктов, это тоже искусственный интеллект. Потому что они напуганы, вот, я не знаю, кто-то знаком, кто-то нет, сейчас появился там чат GPT, вот эта вот вся история. То есть да, это очень популярная тема сейчас. Да, которые, они уже, в принципе, могут себе написать там сценарий короткометражного фильма, и большие писатели, которые входят в гильдию, они обеспокоены этим вопросом, потому что они понимают, что это как там iPhone первой модели, да, там, буквально развивается эта технология очень быстро. И что будет через 2 года, через 3, никто не знает. И поэтому один из пунктов, они хотят, чтобы была регуляция использования вот этих промпт искусственного интеллекта, который пишет тексты. И то же самое актерская гильдия требует от вот этих представителей этих больших студий. Как это все будет, пока, одному богу известно, как они все это согласуют. И, кстати, именно отталкиваясь от этой всей истории, у меня такое ощущение, как будто я постоянно про наш онлайн-курс, просто это действительно то, чем параллельно я сейчас занимаюсь. И, кстати, одна из тем, которых мы сейчас касаемся, это тоже искусственный интеллект. То есть у нас на занятиях, несколько занятий мы проводим, связанных с искусственным интеллектом. У меня есть ребята, которые занимаются разработками, в частности Сергей Трухачев, мой друг, который занимается разработками в Силиконовой долине. И мы как подошли к этому вопросу? Мы берем, допустим, профессию там режиссера, да? Из чего она состоит? Вот ты, допустим, разрабатываешь документальный фильм, художественный, ты пишешь там экспликацию, да, там, потом ты там проводишь там кастинг. И мы разбираем буквально по атомам, из чего состоит эта профессия. И дальше загружаете Сергей... Нет, мы не загружаем, мы знаем, как работает технология, представление о том, что такое искусственный интеллект, да. Мы делаем анализ, как эта профессия будет либо видоизменяться, либо вообще профессия будет изменяться. И мы так идем по каждой профессии в киноиндустрии. Сценарист, там, оператор, режиссер, художник-постановщик, и мы каждую эту профессию разбиваем на составляющие и смотрим, потому что искусственный интеллект, он будет, в принципе, заменять все рутинное. И вот мы пытаемся найти в этой профессии, что есть рутинное, и как это будет видоизменяться, потому что очень много профессий сейчас будет видоизменяться как? Искусственный интеллект будут использовать как копайлот, да, как второй пилот. Вот в самолете летят 2 человека. И именно поэтому, чем бы мы сейчас ни занимались, это вообще не только касается там индустрии там, кино, там, телевидения, вообще любой индустрии. То есть очень важно сейчас изучать инструменты искусственного интеллекта, потому что это вот как в свое время интернет появился, и те, кто не научились там интернетом пользоваться, журналисты, остались там без работы. Условно говоря. Мне кажется, я понятно объясняю. И то же самое сейчас. Очень важно изучать инструменты искусственного интеллекта, то, чем мы как раз вот параллельно через парадигму кинематографа разбираем и показываем, что вообще возможно. То есть у нас ребята, которые у нас на курсе учились, у нас результатом нашего обучения практика была то, что мы делали короткометражные фильмы. И, кстати, сейчас мы тоже развиваем один из проектов, как раз с Сергеем Трухачевым мы сейчас разрабатываем, мы будем делать онлайн-кинофестиваль AI-проектов. То есть это будет кинофестиваль для проектов, созданных при участии искусственного интеллекта, то есть там сценарий может быть написан там искусственным интеллектом, какая-то генерация там видео, картинок там сделана. И мы будем развивать проект кинофестиваля, потому что считаем, что это очень важно. Опять же, чтобы ребята практиковались, изучали. Есть мнение, что многие негативно относятся к этим инструментам и к искусственному интеллекту, что нас там заменит и прочее. У меня, наоборот, отношение такое, что это просто новая технологическая революция, новый этап, как в свое время там конвейер появился, там интернет, еще что-то. И именно поэтому эти технологии просто важно изучать, ничего такого в этом нет, это нормальная какая-то такая человеческая эволюция. Получается, что искусственный интеллект будет способен заменить некоторые даже элементы, наверное, профессий, да, у людей, с которых нечего спросить. Например, с режиссера ты всегда можешь спросить, почему тебе дали бюджет, а получилась какая-то хрень. А с искусственного интеллекта что ты спросишь, что он тебе ответит? Сори.
Но нет, опять же, здесь немножко, наверное, все-таки иначе. Все, что уникальное, да, искусственный интеллект пока заменить не сможет. Он сможет заменить все, что рутинное, и все, что, скажем так, есть в рамках того, что находится внутри интернета. Потому что искусственный интеллект — это такой большой поиск, да, то есть вот он ищет, как по нейронным сетям это все, да, нашел, скомпилировал и выдал тебе. Но, опять же, он основывается на тех знаниях, которые были. То есть если появится какой-то новый Тарантино, который будет там писать, там, не знаю, потрясающие какие-то сценарии, он не сможет пока этого сделать. Как дальше, будем смотреть. То есть искусственный интеллект — это такой универсальный поиск и компилятор той информации, которая уже как бы по большому счету существует в интернете. Поэтому если вы выполняете какую-то уникальную профессию, то есть режиссера, который там, не знаю, там работает с артистом, да, там психологически его там настраивает, его пока, наверное, будет сложно как бы заменить. Но, опять же, эта технология — это как ящик Пандоры, да, то есть мы открыли, куда нас сейчас приведет, это только время сейчас покажет. Даже самые большие умы еще не очень понимают, мне кажется, куда это все вообще двигается. Да, и вот с этой темы мы очень хорошо можем прийти. Ты так скромно в проброс как бы сказал, ну, в моем проекте снимался Шварценеггер, да, я про «Терминатора». Собственно, то есть с Арнольдом ты тоже лично общался, как бы ты взаимодействовал, да? Мы провели, то есть это была такая история, что вот с Владимиром Нефедовым мы делали продакшн-сервис для агентства рекламного, и мы делали рекламный проект, он в интернете есть, где снимался Арнольд Шварценеггер и Мила Йовович. Да, на съемочной площадке мы вот провели 2 съемочных дня, он 2 съемочных дня там работал. Ну и как он, как человек? Потрясающий человек, очень скромный. Серьезно? Очень, очень скромный, очень обаятельный, очень открытый ко всем. И что самое главное, меня удивило, что кто-то там из съемочной группы там, и здесь всегда там возникают такие моменты, кому-то нравится кейтеринг, кому-то не нравится. Вот Шварценеггер был один из тех, который спокойно что называется, ел со всеми. Кинокорм, ел кинокорм. Да, ел кинокорм, и поэтому как бы, в общем, потрясающий человек. И, ну, что могу сказать, что когда он уходил со съемочной площадки, в первый съемочный день, и еще должен был сниматься второй, он ушел со съемочной площадки с репликой «I'll be back». И в этот момент вся моя съемочная группа, конечно, очень легла. Ну и Мила Йовович тоже очень приятная девушка, очень хорошо говорит на русском. Мы 2 смены в перерывах между съемками проговорили с ней на русском языке. Вот, поэтому такие дела. Здорово, здорово. Скажи, что дальше? Что планируешь? В каких направлениях? Курсы есть, режиссура есть, актерство есть, что больше? В основном, опять же, я говорю, что мне очень часто задают такой вопрос, там, о чем ты как бы там мечтаешь. Я всегда так как-то говорю, что я на самом деле ни о чем не мечтаю, потому что все самое прекрасное, что со мной в жизни происходило, оно происходило как бы случайно. Ну, опять же, наверное, надо что-то для этого делать, чтобы с тобой что-то происходило. Так вот, со мной как-то такая история произошла, когда мне говорят, там, о чем ты там мечтаешь или еще что-то, я прогуливался, это май месяц был, если я не ошибаюсь, 2017 год. И раздается телефонный звонок и говорят: Егор, а что вы делаете 22 июня? Я говорю: да ничего, пока так далеко не планирую. А мне говорят: хотите Московский кинофестиваль открытие провести? Я такой: Московский кинофестиваль открытие? А для меня Московский кинофестиваль — это всегда что-то было такое связанное, там, Сергей Эйзенштейн, который, да, там, еще в 30-е годы, если я не ошибаюсь, был председателем жюри. Что-то такое прям одно из таких событий достаточно важное для меня. И мне позвонили и предложили стать ведущим Московского кинофестиваля. Я говорю: ребят, о чем можно мечтать, когда иногда с тобой такие вещи происходят? Как я даже в голове, у меня даже такая мысль вообще родиться не могла. И вот мы его с Дарьей Мороз, мы его вместе вели. Прекрасное такое было время, поэтому, возвращаясь, я так далеко не загадываю, я просто хочу сказать, что я, работая в кинематографе, выработал для себя такое правило, что, отправляясь там в какой-то там путь, неважно там в качестве там режиссера, продюсера, актера, очень важно, с кем ты этот путь проведешь, да, и
я всегда стараюсь, чтобы тот коллектив, с кем мы будем какой-то делать новый проект, это были интересные люди, талантливые люди, и вот от этого, скажем так, я получаю, скажем так, максимальное количество энергии, удовольствия, потому что нет ничего прекраснее оказаться на съемочной площадке с талантливыми людьми, особенно если они еще и добрые. Поэтому вот как бы я стараюсь так организовывать свою жизнь и профессиональную свою карьеру, чтобы оказываться в сильной упряжке и еще и с интересными людьми, и с интересом проводить вот это кинематографическое время. Ну, супер. Скажи, пожалуйста, а что за картина у тебя за спиной? Картина – это Пол Гоген, этот 1888 года. Называется этот «Коттедж в месте Монт-Сан-Марки». Репродукция. Репродукция, я понял. Все ждал слова подлинник. Когда-нибудь. Да. Егор, спасибо большое. Очень было интересно пообщаться. И желаю тебе грандиозных творческих успехов, Спасибо, я надеюсь, в бизнесе. Спасибо, надеюсь, было не скучно. И надеюсь, может быть, когда-нибудь вместе что-нибудь тоже сделаем интересно. Обязательно. Это было бы честью для меня. Да, я с удовольствием. Спасибо. Все. Всем нашим привет. Да, передам. Обнимаю.